Всем привет, с вами Фотогир и я Виктор Брусков. И сегодня я отвечу на вопрос, что же такое выдержка, диафрагма и ISO, а также полностью ручной режим M. И решил я записать это видео сразу по трем причинам. Первая причина — это то, что эта информация реально вам поможет, потому что на ее изучение у вас уйдет всего один день, и дальше вы сможете заниматься творчеством, не обращая на это никакого внимания, при этом настраивая свою камеру эффективно, чтобы снимки получились действительно качественными и отличались от того, что снимают на смартфон. Вторая причина — это то, что я записал свой курс по студийному свету, и он начинается с того, что я рассказываю, как настроить камеру, чтобы получать отличный результат в студии. Но я не рассказываю подробно, что же такое выдержка, что такое диафрагма и ISO, и как они работают. И я решил исправить это в данном видео. И третья причина, что несмотря на то, что, казалось бы, у нас есть YouTube, и там должны быть все ответы, но многие ролики вводят в заблуждение или до конца не объясняют эту тему, и поэтому я также решил это исправить своим видео. Но самое крутое, что в конце этого видео я покажу вам реальные кейсы, примеры того, в каких ситуациях какие настройки нужно применять на примере своих съемок. И вы примерно сможете понять, при каких сценариях съемки какие настройки вам лучше применять. Итак, поехали! Что такое фотография в техническом плане? По сути, это запись света, причем запись в определенном количестве и в определенный промежуток времени. Как вы могли заметить, передо мной находятся сразу три камеры. Одна старая пленочная, вторая цифровая зеркальная и третья — это цифровая беззеркальная камера. И все три эти камеры объединяет то, что у них есть как раз и выдержка, и диафрагма, и ISO. Но в случае с двумя цифровыми камерами у нас есть также автоматические и полуавтоматические режимы. И когда какие-нибудь консультанты в магазине, либо советчики рекомендуют вам сначала поснимать в этих автоматических режимах, потом постепенно вы разберетесь и научитесь снимать в полностью ручном режиме M. Это неправильно. Я считаю, что надо изучить это сразу, потому что в полностью автоматическом режиме проще снимать на смартфон. И первое, с чего нужно начать, это понять, как устроена камера. Камера состоит из двух частей. Это непосредственно сама камера, тушка или боди, как говорится, и объектив. Объектив у нас отвечает за размытие объекта съемки, а также за светосилу. Внутри объектива находится такой технический инструмент, как диафрагма, и он как раз отвечает за то, сколько света будет поступать внутрь камеры. Если мы открываем диафрагму, то, соответственно, получаем больше света, и если мы закрываем диафрагму, то получаем меньше света. И у любого объектива есть диафрагменное число. Чем оно ниже, тем объектив светосильнее, и наоборот, чем выше это значение, тем менее светосильный этот объектив. Например, у пленочной камеры объектив с диафрагмой f2.8, и как раз объективы с диафрагмой f2.8 и могут называться светосильными, потому что у них относительно маленькое значение диафрагмы. Потому что в сравнении с той же зеркальной камерой, у нее в объективе светосила составляет f3.5-5.6, в зависимости от того, насколько вы его зумируете. То есть на самом коротком фокусном расстоянии он дает светосилу f3.5, то есть она не светосильная. И на цифровой беззеркальной камере у меня установлен объектив с максимальным значением диафрагмы f1.8. То есть из всех трех представленных вариантов это самый светосильный объектив. Соответственно, у всех трех камер максимальное значение диафрагмы разное, но так совпало, что минимальное значение диафрагмы у них у всех одинаковое и составляет диафрагму f22. То есть именно до этого значения мы можем закрыть диафрагму каждого из этих объективов. Что же дает нам диафрагма в художественном плане? Она позволяет нам контролировать уровень размытия фона. И если мы снимаем на открытой диафрагме, то фон позади объекта будет размытым, и если мы снимаем на закрытой диафрагме, то фон, соответственно, будет в резкости. То есть, если мы занимаемся портретной фотографией и хотим максимально размыть фон за спиной нашей модели, то нам нужно использовать светосильный объектив с максимальной диафрагмой f1.8, f1.4, f1.2 и так далее. А если мы хотим снимать пейзаж и хотим, чтобы он был в резкости от переднего плана до бесконечности, то нам нужно закрывать диафрагму до значений f8, f11 и так далее. Соответственно, диафрагма у нас выполняет две задачи. Во-первых, она отвечает за размытие фона, и второе, она отвечает за то количество света, которое поступает на наш сенсор. И теперь самое время перейти к устройству камеры. Камера у нас отвечает за понятие выдержка и понятие ISO. Давайте разберемся с выдержкой.
Если диафрагма у нас отвечала за то количество света, которое поступает на нашу матрицу, то выдержка отвечает за то, на какой промежуток времени этот свет будет ложиться на матрицу. И самый простой способ показать вам работу затвора можно на пленочном фотоаппарате, потому что мы можем отсоединить как объектив, так и снять заднюю крышку, куда устанавливается пленка. И здесь мы можем увидеть сам затвор. Это шторки, которые открываются на определенный отрезок времени. То время, на которое открывается затвор, и называется выдержка. И сначала я покажу вам пример работы затвора на выдержке 1/30 секунды. То есть мы успеваем увидеть окошко, которое как раз ведет к объективу за это время. И теперь пример на 1/500 секунды. И мы можем убедиться, что в этот раз шторки сработали намного быстрее. Давайте сравним 1/30 и 1/500 секунды. Так что выдержкой называется то время, за которое затвор открывается и предоставляет доступ света к нашей пленке или матрице. А при помощи диафрагмы объектива мы как раз и регулируем то количество света, которое будет поступать на пленку или на матрицу. А на цифровой зеркальной камере затвор у нас находится прямо под зеркалом. Ну а на беззеркальной камере, если снять объектив, то мы увидим сразу саму матрицу, и затвор у нас срабатывает только в момент нажатия на кнопку спуска затвора. На ней также будет удобно показать время работы затвора. Давайте установим сначала выдержку 1 секунда, а потом установим выдержку 1/1000 секунды. Еще раз 1 секунда. А теперь 1/1000 секунды. В художественном смысле выдержка отвечает за то, будет у нас объект съемки смазан или наоборот, он заморозится на нашей фотографии. И для определенного сценария съемки существуют определенные барьеры выдержки. Например, если мы снимаем портрет и фотограф и модель у нас статичные, то достаточно 1/100 секунды, чтобы у нас модель была не смазана. Но если у нас модель съемки двигается в кадре и мы хотим, чтобы она была заморожена, то нам нужно уже выставлять 1/500 секунды. Если мы говорим о съемке быстро движущегося объекта, например, спортсмена, и мы хотим, чтобы он был не смазанным, то мы уже говорим о выдержках в районе 1/2000 секунды. Это все, конечно, примерные значения для того, чтобы вы имели представление. Это означает, что у нашей выдержки есть определенные минимальные лимиты, потому что если, к примеру, мы снимаем на 1/30 секунды, то не только движущийся объект у нас размажется, но также и любое движение фотоаппаратом, и мы получим смаз по всему кадру. Поэтому ниже определенного порога люди начинают уже использовать штатив и какой-то неподвижный объект для съемки, для того, чтобы все было в резкости. Или наоборот, снимают какой-то городской пейзаж ночью и хотят получить все в резкости, а огни города размазанными. Для этого они устанавливают камеру на штатив, выставляют выдержку в районе 5 секунд, и камера неподвижно стоит на штативе в течение 5 секунд, экспонирует кадр. Все постройки, которые у нас фиксированы, они в резкости, а все, что двигалось, пешеходы и транспорт, они все размытые. Вот так вот получаются эти снимки. Выдержку также можно использовать и как художественный прием, например, при съемке со смешанным светом, когда у нас в кадре присутствует и вспышка, и обычная лампа. И устанавливается выдержка какая-нибудь минимальная, например, 1/10 секунды. И поскольку у нас вспышка фиксирует объект независимо от постоянного света, то что подсвечено вспышкой, у нас находится в резкости, а вся остальная часть кадра, которая подсвечена обычной лампой, она происходит в размытии, за счет чего получается интересный эффект. Модель размыта, но ее лицо, допустим, в резкости, потому что на него светила вспышка. Мы с вами разобрали, что такое диафрагма, что такое выдержка, и остался последний пункт в нашем полностью ручном режиме M. Это значение ISO. ISO у нас отвечает за светочувствительность камеры. В случае с пленочной камерой мы сразу же предустанавливаем пленку, например, с чувствительностью 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, 800 или 1600. И в зависимости от этих значений мы можем снимать с комфортной для нас выдержкой, чтобы не получать смаза, в течение дня. Например, днем при 100 ISO, чуть позже 200 ISO, к вечеру это будет уже 400 или 800 ISO, и уже совсем когда темно, мы используем значение ISO 1600. То есть чем темнее, тем выше светочувствительность для получения комфортной
выдержки, чтобы кадр был не смазанным. В цифровых камерах это все происходит цифровым путем. То есть мы увеличиваем искусственно это значение ISO, матрица нагревается и воспринимает большее количество света. В случае с пленочными камерами, чем выше значение ISO, тем большее количество зерна мы получаем на наших снимках, а с цифровыми камерами, чем выше значение ISO, тем больше шумов мы получаем на нашем снимке. А это в свою очередь означает, что любой фотограф стремится снимать на самом минимальном значении ISO, потому что это не только отражается на том, насколько шумит фотография, но также идет деградация по свету и по динамическому диапазону, то есть способности камеры воспринимать тени и света. Например, мы снимаем цифровой камерой на значении 100 ISO, и условно наша цифровая камера воспринимает 1 000 000 цветов. Так вот, на значении 200 ISO она уже будет воспринимать не 1 000 000 цветов, а 900 000. Если это значение еще поднимать, то есть до значения 400 ISO, то она будет воспринимать уже не 900 000, а 800 000 цветов и так далее. То же самое происходит с информацией в тенях и в цветах. Чем выше значение ISO, тем меньше информации может цифровая камера записать внутрь. То есть также условно на значении 100 ISO, например, наша камера способна воспринять 12 стопов динамического диапазона. Что такое стопы, мы сейчас разберемся также поподробнее. А на значении 200 ISO камера уже воспринимает не 12 стопов диапазона, а 11. То есть у нас идет потеря информации, которая по сути не подлежит восстановлению. То есть информацию в цветах или в тенях сложнее вернуть в случае, если мы поднимаем значение ISO. Значит, любой фотограф стремится снимать на минимальном значении ISO. И ISO — это последняя из характеристик, которую мы хотим трогать при настройке нашей камеры. То есть мы выставляем значение ISO 100 и стремимся подобрать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы нам не пришлось задирать значение ISO. Итак, мы с вами прошлись по 3 ключевым китам, которые отвечают за полностью ручной режим M. Это диафрагма, выдержка и ISO. И именно эти 3 значения называются по-другому экспозицией кадра. Делая тот или иной снимок, мы его экспонируем. Соответственно, мы получаем определенное количество света через наш объектив за определенное количество времени, за которое отвечает наша выдержка, и на определенной чувствительности ISO, которую мы также можем задать. У каждого из этих 3 параметров есть свои фиксированные значения. Допустим, если мы говорим про диафрагму, то у диафрагмы есть диафрагменный ряд. Например, начиная с f1,0, f1,4, f2, f2,8, f4, f5,6, f8, f11 и так далее. Каждое из этих значений означает изменение экспозиции на 1 стоп. Допустим, если мы меняем диафрагму со значения f4 до значения f2,8, мы увеличили экспозицию на 1 стоп. А 1 стоп означает увеличение экспозиции в 2 раза. То есть, открывая диафрагму со значения f4 до значения 2,8, мы увеличили количество поступаемого света в 2 раза, то есть на 1 стоп. То же самое касается выдержки. У выдержки есть свои значения, которые измеряются в отрезках времени. Например, 1/15 секунды, 1/30 секунды, 1/60 секунды, 1/125 секунды, 1/250 секунды и 1/500 секунды и так далее. Соответственно, изменяя это значение в одну или в другую сторону, мы увеличиваем или уменьшаем экспозицию на 1 стоп и увеличиваем или уменьшаем количество света в 2 раза. Например, если наша выдержка 1/60, и мы устанавливаем значение 1/125, то мы уменьшаем количество света в 2 раза, то есть понижаем экспозицию на 1 стоп, или по-другому на 1 ступень. И, конечно же, то же самое касается и ISO. Допустим, мы берем базовое значение 100 ISO, и далее идет 200 ISO, 400 ISO, 800, 1600, 3200 и 6400. Каждый раз, повышая ISO, мы увеличиваем экспозицию на 1 ступень. Соответственно, если у нас установлено ISO 400, то, установив ISO 800, мы увеличиваем количество света в 2 раза. Все эти фиксированные значения желательно знать наизусть, чтобы вы могли легко ориентироваться, как вам изменить картинку, каким из 3 способов и на сколько ступеней, даже не заглядывая в параметры камеры. И тогда мы с легкостью можем определить, что, например, если снимаем на диафрагме f8 и нам нужно увеличить количество света в 4 раза, то нам нужно просто выставить диафрагму f4. Но и это еще не все, потому что между каждым из этих значений есть и еще значения, которые измеряются в третях.
Например, если взять ISO, то у нас есть значение ISO 100 и есть значение ISO 200. Между ними один стоп экспозиции. Но также есть и третье, например, ISO 125 и ISO 160. Соответственно, если мы зашли в параметр ISO на нашей камере и крутим колесиком 3 раза, то мы со значения ISO 100 переходим на значение ISO 200. То же самое и с диафрагмой. У диафрагмы тоже есть промежуточные значения в третях. Например, между диафрагмой 5.6 и F8 есть промежуточные значения 6.3 и 7.1. Все эти трети нужны для того, чтобы мы еще более точно контролировали нашу экспозицию. Допустим, если нам нужно изменить количество света чуть-чуть, то мы можем не менять его сразу на стоп, а можем изменить его на треть. Допустим, с диафрагмы F8 до диафрагмы F7.1. Ну и теперь какой мы можем сделать из всего вышесказанного вывод? А именно то, что экспозиция — это по сути и есть наш художественный инструмент, поэтому настолько важно уметь владеть экспозицией именно в ручном режиме, не отдавая все автоматике. Потому что если мы хотим снимать в автоматике, то проще снимать на смартфон. А если мы хотим понять, что мы хотим размыть какое-то движение, либо наоборот заморозить, если мы хотим увеличить глубину резкости, либо наоборот ее уменьшить, мы должны полностью научиться самостоятельно контролировать экспозицию. То есть владеть выдержкой диафрагмы и ISO, или по-другому снимать в полностью ручном режиме M. И это нас подводит к следующей теме для обсуждения, а именно правильная и неправильная экспозиция. Как же определить эти понятия? Раньше, когда люди снимали на пленку, они снимали кадр и только дождавшись его проявки и печати, могли увидеть результат. Попали они в экспозицию, переэкспонировали кадр, либо наоборот недоэкспонировали. В общем, с пленкой, чтобы получать конкретный результат, нужно было как раз знать наизусть и очень хорошо, как устроена экспозиция. В случае с цифровой зеркальной камерой мы не видим сразу изображение, которое получаем, но мы можем нажать кнопку play, и это намного быстрее, чем проявить и распечатать наши снимки. Ну и в случае с беззеркальной камерой проще всего, потому что в экране, что в видоискателе мы сразу видим картинку в реальном времени. И мы видим, она у нас недоэкспонирована или переэкспонирована, и мы вручную можем выбирать как раз, что мы хотим получить. Может быть, мы хотим получить более мрачную картинку. И если мы снимаем на смартфон, то он нам все выдаст не в художественном, не в мрачном свете, а в красивом приукрашенном виде. А с помощью камеры мы можем это сделать. Ну и поскольку процесс проверки кадра настолько упростился, что мы видим его даже до того, как мы нажали на кнопку спуска затвора, то понятие правильная или неправильная экспозиция отводится только лично вам, как художнику. Вы можете сами определить на глаз, нравится вам кадр, нравится вам атмосфера, нравится вам получившаяся экспозиция, либо нет. Плюс, если снимать в формате RAW, то всегда можно изменить эту экспозицию, подтянуть где-то тени, но стоит учитывать, что цифровые камеры, они не любят пересветов. То есть, если у нас сгорела информация в цветах, то ее очень сложно восстановить даже в редакторе, а иногда невозможно, смотря насколько переэкспонирован снимок. В случае с пленочными камерами наоборот. Пленочные камеры не любят недоэкспонированность. Лучше поднять экспозицию на стоп и вернуть информацию в цветах, чем недоэкспонировать кадр. Я не буду заострять внимание на пленочной камере, потому что в случае с пленочными камерами в одних есть внутри экспонометр, то есть устройство, которое как раз измеряет экспозицию необходимую. Либо наоборот, как в этой камере, например, он отсутствует, и тогда использует внешний экспонометр. Это такое устройство с белым колпачком, которое измеряет количество света, которое необходимо как раз для установки всех этих трех параметров. Какую выдержку и диафрагму ISO нужно выставить в конкретной сцене. К примеру, если мы снимаем при дневном свете, то экспонометр нам покажет одни характеристики, которые нужно выставить на камере. И в случае, если мы снимаем вечером, то, соответственно, он покажет другие параметры съемки. В случае с цифровыми камерами, у всех цифровых камер есть как раз встроенный экспонометр, который измеряет ту экспозицию, которую вам нужно выставить. Но вся эта информация, по сути, нужна для тех, кто не умеет пользоваться ручными режимами. Но я все равно о ней немножко расскажу. У каждой цифровой камеры есть как минимум 3 настройки экспонометра. Первое — это мультиэкспозиция. То есть он измеряет весь кадр целиком, и усредненное значение как бы выдает нашей камере и предлагает определенные настройки. По такому же принципу устроен смартфон. Он измеряет всю
освещенность всей сцены, и среднее по палате значение дает нам, и мы получаем кадр. Вторая настройка экспонометра — это центральный экспонометр, то есть он измеряет центральное пятно. И, допустим, если вы поместили в центр кадра модель, то экспонометр будет измерять значение экспозиции как раз по модели. То есть предложит настройки камеры в соответствии с объектом, на который наведен центр кадра. И третья настройка экспонометра — это точечный, то есть вы сами выбираете точку, в которой будет производиться вычисление. Допустим, у вас есть комната, у которой есть окно, и вы выбрали точку, чтобы именно по окну определялась экспозиция. Тогда все, что за окном, будет проэкспонировано правильно, а вся остальная комната у вас будет в тенях. И наоборот, например, вы навелись на какую-то точку внутри помещения, у вас помещение будет проэкспонировано правильно, и окно у вас выбелится, то есть уйдет в цвета, в пересвет. Но опять же, вся эта информация вам не нужна, если вы усвоили все, что я сказал до этого, то есть научились пользоваться ручной настройкой экспозиции. Потому что, к примеру, если вы выбрали базовое значение ISO 100 и определились с диафрагмой, что это будет диафрагма f2.8, то дальше вы выдержкой можете сами определить, что у вас будет в свету, что будет в тени. Будет у вас в свету комната, либо то, что за окном. И вы сразу в режиме реального времени через беззеркалку это все будете видеть. Ну а в случае, если вы снимаете с зеркальным цифровым фотоаппаратом, то вы сделали снимок с одним значением выдержки, потом изменили эту выдержку, посмотрели, что получилось при другом значении выдержки. И все, и сами вручную настроили кадр. Но и перед тем, как я покажу вам реальные примеры конкретных съемок и сценариев съемочных, в которых я выставлял определенное значение диафрагмы, определенное значение выдержки и определенное значение ISO, я хочу поговорить про брекетинг. Брекетинг по экспозиции — это когда камера делает минимум 3 кадра. Это значение может быть больше, например, 9 кадров. То есть вы его можете выбирать в настройках, сколько кадров будет делать камера. Для чего это нужно? Для того, чтобы из нескольких этих кадров получить один единственный снимок с правильной экспозицией в нескольких участках в одной сцены. Допустим, берем ту же ситуацию. У нас есть комната и есть окно. Информация за окном у нас пересвечена, а в комнате у нас информация, наоборот, недосвечена. И мы должны выбирать, у нас как бы компромисс, что мы сделаем светлым, а что мы сделаем темным. В случае с брекетингом берется среднее значение. Допустим, мы выставили в настройках нашей экспозиции, что у нас чуть-чуть едва пересвечено то, что находится за окном, и чуть-чуть недосвечено то, что находится в комнате. Отталкиваясь от этого значения, камера делает помимо основного кадра один пересвеченный и один недосвеченный. Для чего это нужно? Пересвеченный кадр нужен, чтобы правильно проэкспонировать комнату, а недосвеченный как раз, чтобы проэкспонировать окно. И когда эти 3 кадра складываются вместе в редакторе, мы получаем как бы HDR-снимок, который как раз и получается вследствие брекетинга по экспозиции. Брекетинг по экспозиции очень часто используют в пейзажной фотографии, потому что фотографы хотят получить и проработанный передний план, и не пересвеченный уходящий закат какой-нибудь. И, соответственно, делается 3 или 9 кадров, и из этих 9 кадров складывается информация в единый HDR-кадр. И все, и мы получаем проработанные цвета, проработанные тени, и кадр хорошо проэкспонирован. То есть, по сути, брекетинг нам нужен для того, чтобы обойти ограничения камеры, потому что у камеры есть определенный диапазон динамический, который способен воспринять определенное количество информации от цветов к теням. Вот мы увеличим это количество экспозиции за счет брекетинга по экспозиции. Ну а теперь давайте перейдем к реальным кейсам. Я покажу вам, в каких случаях я применяю какие настройки экспозиции, то есть какую выдержку, какую диафрагму и какой ISO я устанавливаю для конкретных сценариев. И так вам будет проще разобраться, где и в каких случаях вам применять настройки экспозиции. И для начала давайте разберем ситуации, когда нам нужно снимать на полностью открытой диафрагме. В данном случае съемка у нас происходит днем, и у нас явно нет недостатка света, поэтому мы открываем диафрагму для того, чтобы изолировать модель от фона.
Для этого я использую светосильный зум-объектив 70-200 мм с диафрагмой f2.8, который как раз отлично подойдет для этой цели. И как мы можем убедиться, все внимание сконцентрировано на модели, несмотря на то, что съемка велась на многолюдной улице. Второй сценарий, при котором мы хотим снимать на полностью открытой диафрагме, это когда мы хотим получить так называемый эффект боке, то есть кружочки в зоне размытия. Чем светосильнее объектив, тем больше будут эти кружочки. В данном случае объектив 100 мм с максимальной диафрагмой f1.4. И наконец, в третьем случае мы открываем диафрагму как раз из-за недостатка света. Здесь я использовал объектив 55 мм с диафрагмой f1.8. И несмотря на то, что я снимал на полностью открытой диафрагме f1.8, мне все равно пришлось поднимать значение ISO. Увеличивать длину выдержки мы не можем, иначе получим смаз, поэтому чем темнее становится на улице, тем выше нам приходится поднимать значение ISO. Теперь поговорим о случае, когда мы закрываем диафрагму, и прежде всего это съемка пейзажа. А поскольку лучшее время для съемки пейзажа это рассветы и закаты, то мы обязательно используем штатив. Плюс ко всему, штатив нам необходим, чтобы производить брекетинг по экспозиции, при котором мы делаем минимум 3 кадра, один из которых со средней экспозицией, другой кадр пересвеченный и третий кадр недосвеченный, для того, чтобы потом соединить все это в редакторе в единую картинку. Поэтому рецепт простой. Встаем пораньше, берем штатив и делаем брекетинг по экспозиции, чтобы как раз обойти ограничения нашей камеры по динамическому диапазону, а также получить лучшие цвета. Съемка спортивных мероприятий – это как раз тот случай, когда мы должны делать акцент на выдержку. Потому что спортсмены передвигаются с большой скоростью, и чтобы они были не смазаны, нам нужно сокращать время выдержки. На ипподроме я снимал целыми сериями, и сначала установил недостаточно короткую выдержку, из-за чего из всей серии у меня всего получилось несколько кадров, на которых наездники были заморожены. Далее я сократил время выдержки, при этом пожертвовав значением ISO, благодаря чему всадники заморозились еще больше, и результат мы можем увидеть по застывшему в воздухе песку за нашим наездником. Но бывают случаи, когда объекты съемки движутся еще быстрее, и мы переносимся на авиасалон МАКС в Жуковском. И из-за скорости истребителей нам нужно сокращать выдержку еще сильнее, но не менее важной задачей остается удержать в кадре сами истребители. В данном случае я использовал телеобъектив 200-600 мм с диафрагмой 5.6-6.3. Из-за того, что на фокусном расстоянии 600 мм диафрагма 6.3, мне пришлось поднимать значение ISO, несмотря на то, что съемка велась в полдень. Все видеозарисовки, которые вы здесь видите, я снял также на этот объектив. Но также бывают и исключения. Например, здесь съемка на гоночной трассе. И если мы используем такие же короткие выдержки, как при съемке истребителей, то автомобили у нас замораживаются, но при этом создается ощущение, что они стоят на месте.
И все, что нам остается, применять технику съемки с проводкой. Это когда мы закрываем диафрагму, а выдержку делаем длинной на уровне смаза. И тогда, если мы ведем объектив вместе с движением автомобиля, то получаем эффект, когда весь автомобиль в резкости, а все пространство вокруг будет размыто. Эту технику довольно сложно применять, потому что нужно вести объектив одновременно с движением автомобиля, но хорошо, что можно потренироваться в городе. Подобная техника используется и для таких снимков. Это смешанный свет, смесь вспышки и постоянного видеосвета. Те области, которые подсвечиваются вспышкой, у нас будут заморожены, а все, что подсвечивается постоянным светом, размазывается. Смаз можно задавать как движением камеры, так и движением модели. И для того, чтобы показать вам еще один вид креативного применения выдержки, давайте перенесемся в ночной Лас-Вегас. Для того, чтобы ночью передать энергию и пульсацию города, нам нужно использовать штатив. И тогда при использовании длинных выдержек все, что у нас находится в движении, размоется, а все здания и постройки будут в резкости. Мы видим, что у нас размазался весь транспорт. То же самое произошло и с прохожими. Ну и акцент на ISO нам необходимо применять, когда у нас уже не осталось других методов, когда мы уже используем и открытую диафрагму, и выдержка на пределе того, чтобы не получить смаз. Это ночь праздника Хэллоуин, который происходил в Майами-Бич, и свет на этом праздничном событии был абсолютно непредсказуемым, из-за чего пришлось поднимать значение ISO. И если вам вдруг не видно, то вот так выглядят шумы, если их приблизить. Но, как говорится, лучше пожертвовать значением ISO, чем не сохранить интересное событие. Ну и, наконец, мой любимый вид съемки, у которого нет компромиссов в техническом плане. Это съемка в студии со студийным светом. И даже на зеркальную камеру начального уровня получаются вот такие снимки. Это как раз то, что я рассказываю на своем курсе. В нем все, от настроек камеры до полного разбора всех насадок, чтобы получать вот такие снимки. И я приглашаю всех желающих на свой курс, вся информация будет по ссылке в описании. На этом у меня все, но, как всегда, если у вас есть вопросы, вы можете задать их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Также у меня есть видео для тех, кто пользуется камерами Sony, где я делаю подробный разбор всех настроек и кастомизации всех клавиш. То есть, если вам нужно настроить вашу камеру Sony, обязательно посмотрите это видео, скорее всего, оно всплывет вот здесь. Я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным, и всего вам доброго!